Ква. В этом видео поговорим о том, что такое, собственно, статический анализ. То есть это та сфера, которой я занимаюсь, в которой я буду писать свою дипломную работу, уже, вернее, начал писать. Но я хотел бы начать, наверное, больше с теоретического введения, чтобы было понятно в дальнейшем, чем конкретно занимаюсь и какие результаты это приносит. Собственно, что такое статический анализ? Статический анализ – это метод анализа исходного кода программы без его выполнения. То есть, чтобы провести анализ, нам не нужно запускать программу, исходный код, и это помогает нам сократить время на разработку в том плане, чтобы выявить какие-то ошибки, потому что статический анализ выявляет ошибки без, собственно, запуска. И это нам помогает оптимизировать наш код, сделать его наиболее лучшим, соблюдать некоторые конвенции и правила написания определенных программ, собственно, в зависимости от языка. Из его, наверное, негативных сторон я бы мог выделить так называемые false positives, то есть сложные срабатывания, и поэтому стоит уделять особое внимание написанию, собственно, самого анализатора, потому что это может в дальнейшем привести к, скорее всего, не фатальным, но каким-то неприятным ошибкам, которые могут повлиять на производительность программы. Собственно, уже на рынке есть такие анализаторы, такие как SonarLint, FindBugs. Моя же работа состоит в том, чтобы предоставить разработчикам инструмент для объявления сложности алгоритма, который они закладывают в свой метод, чтобы в дальнейшем следующим разработчикам было легче читать чей-то код, понимать, что заложена, какая сложность внутри, и, собственно, управлять этой сложностью и оптимизировать ее, если необходимо. Также это поможет скрыть какие-то подводные камни в разработке и в разработке алгоритмов, потому что могут быть вложенные вызовы, то есть у нас, допустим, внутри метода могут вызываться еще методы, которые вызывают еще методы. То есть если говорить о принципах работы самого анализатора, то есть он строит так называемое синтаксическое дерево, в котором он анализирует все переменные, все методы, функции и так далее, все, что можно сказать, весь исходный код, и уже анализирует его сложность в дальнейшем и сообщает разработчику, прав ли он или не прав. Если не прав, то почему и какая сложность объявлена на самом деле, подразумевается. И в будущем разработчик будет видеть эту ошибку и будет внимательнее относиться к написанию своих алгоритмов. На этом я думаю, что все. Подписывайтесь, ставьте лайки и ква! Как теперь слезть с него? Опа! Ой!